1983 году на улицах Москвы появился грузовик, который стал символом надежности для множества водителей. Это был Mercedes-Benz, который привлекал внимание своим дизайном и мощностью. В условиях дефицита и недостатка современного транспорта этот грузовик стал настоящей находкой для советских логистов. В это время, когда страна искала пути для улучшения своей транспортной инфраструктуры, международные грузовики начали завоевывать доверие. Советский Союз нуждался в надежных автомобилях для доставки товаров. Грузоперевозки были критически важны для экономики, и выбор надежного транспорта был необходим. Более того, спрос на грузовики увеличивался с каждым годом. В условиях плановой экономики и постоянных проблем с поставками иностранные грузовики стали альтернативой устаревшей советской технике. На фоне этого контекста иностранные производители начали активно предлагать свои решения. Итальянская Iveco, например, смогла предложить грузовики, которые отличались высокой производительностью и элегантным дизайном, что также привлекало внимание советских грузоперевозчиков. Грузовики Iveco показали свою эффективность на сложных дорогах, что сделало их конкурентоспособными. Чешская Татра со своей уникальной конструкцией также пользовалась популярностью. Эти грузовики обладали высокой проходимостью, что позволило им успешно справляться с условиями даже самых трудных маршрутов. На фоне этого советские водители начали осознавать, что иностранные марки могут предложить больше, чем традиционные автомобили. Их опыт и технологии позволили улучшить логистику на советских просторах. Французская Peugeot выпустила модели, которые были адаптированы для российских дорог, предлагая уникальные решения, которые учитывали особенности местного климата и инфраструктуры. Эти грузовики обретали популярность благодаря своей надежности и простоте в обслуживании, что поразило отечественных водителей. Японская Isuzu представляла собой пример надежности и компактности. Эти грузовики легко перемещались по узким улицам и смогли стать отличным решением для городских перевозок. Они быстро завоевали доверие благодаря своей экономичности и долговечности. Таким образом, международный контекст грузоперевозок в Советском Союзе стал более разнообразным. В условиях экономического кризиса и необходимости модернизации иностранные грузовики начали не только заполнять пробелы на рынке, но и кардинально изменять подход к логистике в стране. Каждый новый грузовик вносил свой вклад в улучшение системы грузоперевозок, и советские водители с недоверием, а затем и с восторгом принимали эти новшества. В 1981 году на выставке в Москве немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил новую модель грузовика, которая впечатлила всех присутствующих. Грузовик был оснащен современными технологиями, которые позволяли значительно улучшить эффективность перевозок. Внимание привлекали не только мощный двигатель, но и системы безопасности, которые были новыми для советских водителей. Этот грузовик стал символом надежности и качества, которые многие стремились заполучить. Советские транспортные компании начали активно закупать Mercedes-Benz, понимая, что этот грузовик может справляться с трудными условиями местных дорог. В условиях плохого асфальта и недостатка качественного сервиса немецкая модель демонстрировала свою стойкость и выносливость. Многие водители отмечали, что Mercedes не только легко справляется с грузами, но и позволяет экономить на топливе, что в условиях растущих цен было немаловажно. Сначала эти грузовики использовались преимущественно в столице, но вскоре их начали активно применять и в других регионах страны. Грузоперевозчики из Сибири и Дальнего Востока начали заказывать Mercedes как основной транспорт для доставки товаров в отдаленные районы. Надежность и высокий уровень комфорта сделали его популярным выбором среди тех, кто проводил много времени за рулем. Необычайная прочность Mercedes-Benz привела к тому, что вскоре начали появляться специализированные сервисные центры, которые занимались ремонтом и обслуживанием этих грузовиков. Водители, которые имели опыт работы с ними, стали делиться своими отзывами на специализированных форумах, подчеркивая, что, несмотря на высокую цену, грузовик полностью оправдывает свои затраты, обеспечивая длительный срок службы. В 1985 году в одной из компаний, занимающихся грузоперевозками, произошел инцидент, который стал местной сенсацией. Один из водителей перевез несколько тонн грузов в условиях сильного снегопада, когда другие водители застревали на дороге. Его Mercedes-Benz без особых усилий справился с бурей, и это только укрепило репутацию автомобиля среди отечественных водителей. На фоне успехов немецкого грузовика советские производители начали осознавать необходимость модернизации своей техники.
Mercedes-Benz стал не только символом надежности, но и своего рода вызовом для отечественного автопрома. Конкуренция с иностранными производителями вынудила советские заводы пересмотреть свои подходы к качеству и технологии производства. Это привело к тому, что на заводах начали внедрять новые стандарты, ориентируясь на международный опыт. Таким образом, Mercedes-Benz стал не просто грузовиком, а символом перемен в советской индустрии, открывая новые горизонты для грузоперевозок и поднимая планку качества для всей автомобильной отрасли. В 1984 году на рынке грузовиков появился новый игрок – итальянская компания Iveco, которая произвела фурор среди советских перевозчиков. Грузовики этой марки быстро завоевали популярность благодаря своему стильному дизайну и высокой производительности. Iveco предложила модели, которые сочетали в себе надежность и современные технологии, что стало настоящим открытием для отечественных водителей. Первую партию грузовиков Iveco привезли в Одессу, где организовали демонстрационные поездки. Приглашенные водители смогли оценить, насколько легко управлять грузовиками на местных дорогах. Уникальная система подвески обеспечивала плавный ход даже на неровных участках, что сделало Iveco идеальным выбором для грузоперевозок по сложным маршрутам. Отзывы водителей были положительными. Они отмечали, что итальянские грузовики не только красивы, но и имеют отличные технические характеристики. Если вы тоже теперь в восторге от иностранных грузовиков и хотите больше интересных историй, не забудьте подписаться на наш канал. А если любите наше творчество так же сильно, как водители Мерседеса любят свою ласточку, поддержите проект через донат, ссылка в описании или QR-код на экране. Давайте вместе прокладывать новые маршруты в мире авто. Скоро Iveco начали активно заказывать транспортные компании в других регионах. В Сибири и на Дальнем Востоке, где условия эксплуатации часто были экстремальными, грузовики Iveco продемонстрировали свою стойкость. Их мощные двигатели и экономичность при перевозке больших грузов сделали их неоспоримым выбором для дальнобойщиков. В это время в одной из крупнейших транспортных компаний в Москве произошла интересная ситуация. Водитель Iveco, выполняя заказ, столкнулся с перегрузкой на трассе. Грузовик, несмотря на всю тяжесть, справился с задачей и благополучно доставил груз в срок. Этот случай стал началом активного обсуждения среди компаний, использующих Iveco, и многие начали делиться своими историями успеха. Iveco не только адаптировались под российские условия, но и учитывали особенности эксплуатации. Например, в модели были предусмотрены дополнительные системы защиты от коррозии, что было особенно актуально для регионов с суровыми климатическими условиями. Это обстоятельство помогло компании установить прочные связи с местными дилерами и обеспечить надежное сервисное обслуживание. В 1986 году на одном из международных автомобильных выставок Iveco представила обновленную модель, которая потрясла присутствующих. Грузовик был оснащен новейшими технологиями, такими как системы ABS и управление тяговыми усилиями, которые значительно увеличивали безопасность и управляемость. Советские водители, увидев нововведение, поняли, что Iveco действительно стремится соответствовать мировым стандартам. Итальянский стиль и производительность грузовиков Iveco начали оказывать влияние на местные компании. Советы по улучшению логистики и повышению эффективности, которые давали итальянские специалисты, стали популярными среди предпринимателей. Это привело к новым подходам в организации грузоперевозок, что значительно повысило общий уровень бизнеса. Таким образом, Iveco не просто вошла на рынок, а оставила заметный след в истории грузоперевозок в СССР. Итальянская марка не только предложила качественный продукт, но и помогла изменить восприятие грузового транспорта, что оказало долгосрочное влияние на всю индустрию. В 1987 году на российском рынке грузовиков появился немецкий производитель MAN. Компания привезла партию моделей, которые сочетали передовые технологии и традиции немецкого автомобилестроения. Первые грузовики MAN были представлены в Санкт-Петербурге, где прошла демонстрация их возможностей. Водители отметили высокое качество сборки, эргономику и уровень комфорта. Грузовики были оснащены электронными системами управления, антиблокировочной системой тормозов и улучшенными системами безопасности. Эти факторы сразу привлекли внимание профессиональных перевозчиков. За короткое время MAN получил заказы от крупных транспортных компаний, которые искали надежные автомобили для международных перевозок.
Однако конкуренция на рынке оказалась жесткой. Mercedes-Benz и Iveco уже заняли свои ниши, и MAN нужно было выделиться. На выставке в Москве была продемонстрирована новая модель грузовика с адаптивным круиз-контролем и системой управления грузом. Эти функции стали значительным шагом вперед, однако высокая цена на грузовики вызвала недовольство некоторых перевозчиков. В это время малые компании начали жаловаться на высокие эксплуатационные расходы, связанные с новыми грузовиками. Это недовольство создало напряженность между производителями и потребителями. В ответ на критику MAN организовал семинары, посвященные вопросам экономии топлива и улучшения обслуживания. Эти мероприятия помогли многим компаниям оптимизировать затраты и повысить эффективность работы. В 1988 году произошел важный инцидент, который стал знаковым для MAN. Один из водителей, управляющий грузовиком этой марки, попал в сложную ситуацию на отдаленном маршруте в Сибири. Дорога была в ужасном состоянии, и экипаж столкнулся с серьезными проблемами, включая пробуксовку и неравномерный вес груза. Однако, благодаря внедренным в грузовик технологиям, таким как система контроля устойчивости и продвинутая система навигации, он смог успешно завершить перевозку. Этот случай быстро разошелся по всей стране и укрепил репутацию MAN как производителя, способного адаптироваться к любым вызовам. Параллельно с этим MAN начал сотрудничество с советскими производителями для совместной разработки новых моделей, которые лучше подходили бы к местным условиям. Локальные инженеры предложили решения по улучшению конструкций, а MAN привнес свои знания в области инноваций. Эта коллаборация открыла новые горизонты для обеих сторон и позволила создать продукцию, которая отвечала бы современным требованиям. Таким образом, MAN стал не просто игроком на рынке грузовиков, а важным партнером для советских перевозчиков. Этот альянс помогал компаниям справляться с вызовами и улучшать бизнес-процессы, создавая предпосылки для будущих изменений и модернизации всей отрасли грузоперевозок. В 1989 году на рынке грузовиков внезапно появилась чешская компания Tatra, которая предложила российским перевозчикам уникальные автомобили с высокой степенью проходимости. Грузовики Tatra сразу привлекли внимание благодаря своей неповторимой конструкции и прочности. Их основной особенностью была уникальная система подвижной оси, которая обеспечивала отличную маневренность даже на самых сложных маршрутах. Первая партия грузовиков была отправлена в Сибирь, где условия эксплуатации были особенно суровыми. Водители, управлявшие Tatra, были поражены тем, как легко эти грузовики справлялись с глубокими снегами и грязными дорогами. Один из водителей, работающий в крупной транспортной компании, поделился своим опытом. В условиях, когда другие грузовики застревают, Tatra уверенно двигается дальше. Я не ожидал, что можно так легко преодолевать такие препятствия. Однако вскоре на рынке возникли проблемы. Многочисленные положительные отзывы о Tatra привели к увеличению спроса, что вызвало дефицит запасных частей. Многие владельцы столкнулись с трудностями в обслуживании своих автомобилей. Некоторые сервисные центры не успевали справляться с объемом работ, и это создало напряженность среди водителей, которые ожидали качественного сервиса. В ответ на возникающие проблемы Tatra организовала ряд встреч с перевозчиками, на которых обсуждали пути улучшения работы сервисных центров. Во время одной из таких встреч стало известно, что некоторые компании начали использовать запчасти от других производителей, что негативно сказывалось на работе грузовиков. Неправильная установка деталей приводила к поломкам и снижению производительности, что вызывало недовольство у водителей и могло скомпрометировать репутацию марки. В это время один из водителей, управлявший Tatra, попал в сложную ситуацию на удаленном маршруте. На его пути возникли непреодолимые препятствия. Сильный дождь и размытые дороги сделали движение невозможным. Однако, благодаря уникальной конструкции и высоким показателям проходимости, грузовик смог не только преодолеть трудности, но и доставить груз в срок. Этот случай стал ярким примером возможностей Tatra и укрепил ее позицию на рынке. Несмотря на успехи, ситуация на рынке оставалась напряженной. Конкуренция с Мерседесом и Iveco продолжала расти, и многие перевозчики начали задаваться вопросом о целесообразности дальнейших вложений в чешские грузовики. В ответ на это Tatra представила обновленную модель с улучшенными характеристиками и системой мониторинга состояния автомобиля в реальном времени. Эта новинка вызвала интерес, но многие оставались скептически настроены, считая, что проблемы с сервисом могут свести на нет все преимущества.
Таким образом, чешская прочность и уникальность Татра столкнулись с новыми вызовами. Возможность справляться с трудными условиями эксплуатации не могла компенсировать недостатки в обслуживании, и напряжение на рынке продолжало расти. Водители и компании требовали от производителя не только качественных автомобилей, но и соответствующего уровня сервиса, что ставило Татра перед необходимостью решать эти проблемы. В 1990 году французская компания Peugeot представила на российском рынке новую линейку грузовиков, адаптированных специально для советских дорог. Эти модели привлекли внимание благодаря их продуманной конструкции и решениям, направленным на улучшение эксплуатации в сложных климатических условиях. Первые опытные образцы были отправлены в Москву, где проводились тесты на различных маршрутах. Водители, работающие на грузовиках Peugeot, быстро оценили их преимущества. Грузовики были оборудованы системой адаптивных амортизаторов, которая позволяла эффективно справляться с неровностями дорог. Это качество стало особенно заметным на проселочных и сельских маршрутах, где состояние покрытия оставляло желать лучшего. Один из водителей поделился: «На таких дорогах каждая яма ощущается, но Peugeot справляется с ними, как будто это обычный асфальт». Однако вскоре возникли проблемы, когда несколько владельцев грузовиков начали сообщать о поломках систем управления. Эти инциденты затруднили работу и увеличили эксплуатационные расходы. Местные сервисные центры не имели достаточного опыта для ремонта новых моделей, что создало дополнительные сложности для перевозчиков. На фоне этого возникли разговоры о недостаточной подготовке технического персонала, что добавило масла в огонь существующей напряженности на рынке. В ответ на критику Peugeot организовала ряд встреч с владельцами грузовиков, чтобы обсудить недостатки и найти пути улучшения. Во время одной из встреч было принято решение провести обучение для механиков, работающих в сервисных центрах. Это вызывало интерес, но многие водители оставались скептически настроены, считая, что такие меры не могут решить все проблемы. На фоне этих неурядиц один из водителей, управлявший грузовиком Peugeot, оказался в сложной ситуации на одном из удаленных маршрутов. На его пути возникли серьезные преграды, сильный дождь и размытые дороги. Несмотря на это, благодаря качественной системе сцепления и управляемости, ему удалось доставить груз в срок. Этот случай стал знаковым для компании и положил начало новым обсуждениям о том, как Peugeot может справляться с вызовами, которые ставят перед ними российские дороги. Тем временем на рынке продолжалась борьба за внимание перевозчиков. Конкуренция с другими брендами становилась все более острой. Некоторые компании начали переориентироваться на грузовики MAN и Iveco, которые уже зарекомендовали себя в сложных условиях. В ответ на это Peugeot представила улучшенную версию своей модели, оснастив ее новыми системами безопасности и экономии топлива. Однако многие водители продолжали задаваться вопросом о качестве обслуживания и доступности запчастей. Таким образом, Peugeot, несмотря на положительные отзывы о своих грузовиках, столкнулась с новыми вызовами. Качество и надежность автомобилей не могли компенсировать недостатки в обслуживании, и напряжение на рынке продолжало расти. Водители требовали от производителя не только высококачественные автомобили, но и соответствующий сервис, что заставляло Peugeot искать новые пути для улучшения своего положения на рынке грузоперевозок. В 1991 году японская компания Isuzu представила свою линейку компактных грузовиков на российском рынке. Эти модели быстро завоевали популярность благодаря своей надежности и экономичности, что сделало их идеальным решением для городских перевозок. Isuzu акцентировала внимание на легкости маневрирования и высокой топливной эффективности, что стало важным фактором для владельцев небольших транспортных компаний. Первая партия грузовиков Isuzu была распределена между несколькими крупными городами, включая Москву и Санкт-Петербург. Водители были впечатлены малым радиусом разворота и возможностью выполнять доставки даже в самых узких дворах. Один из владельцев транспортной компании заметил: «Эти грузовики позволяют нам работать в условиях, где другие просто не пройдут. Мы стали более конкурентоспособными». Однако не все было так гладко. Вскоре после поступления грузовиков критика начала поступать со стороны некоторых водителей, которые столкнулись с проблемами в эксплуатации. Основные жалобы касались недостаточной мощности двигателей для выполнения тяжелых грузоперевозок на длинные расстояния. Некоторые компании начали сомневаться в целесообразности использования Isuzu для более серьезных задач, что негативно сказалось на репутации марки.
На фоне растущего недовольства один из водителей Isuzu оказался в сложной ситуации во время выполнения заказа на дальнем маршруте. По пути он столкнулся с перегрузкой, что привело к перегреву двигателя. Хотя он смог добраться до ближайшего сервисного центра, длительное ожидание ремонта вызвало серьезные задержки в доставке груза. Этот инцидент стал темой обсуждения среди водителей, и некоторые начали высказывать опасения относительно долговечности и надежности японских грузовиков. В ответ на критику Isuzu организовала серию встреч с владельцами компаний, чтобы собрать отзывы и предложить решения. На одной из встреч был представлен план по улучшению технического обслуживания и увеличению доступности запчастей. Однако многие водители оставались скептически настроены, считая, что такие меры не смогут решить все проблемы. Тем временем конкуренция с другими марками оставалась на высоком уровне. Mercedes, Iveco и Tatra продолжали удерживать свои позиции на рынке, предлагая решения, которые более соответствовали требованиям крупных перевозчиков. Isuzu понимала, что необходимо адаптировать модели для более тяжелых условий и начала работу над новой версией грузовика с более мощным двигателем и улучшенной системой охлаждения. В разгаре этих изменений один из водителей, который ранее столкнулся с проблемами, вновь сев за руль Isuzu, заметил улучшение в новой модели. Грузовик справлялся с перегрузкой гораздо лучше, чем его предшественники, и обеспечивал стабильную работу даже на длительных маршрутах. Этот случай стал сигналом для многих, и постепенно доверие к Isuzu начало восстанавливаться. Таким образом, японская компания Isuzu оказалась в центре конфликта, требуя от себя не только улучшения качества своих моделей, но и активной работы над репутацией на российском рынке. Водители и перевозчики продолжали ожидать от компании не только надежные автомобили, но и соответствующий уровень обслуживания, что ставило Isuzu перед необходимостью постоянного улучшения и адаптации к требованиям рынка. В 1992 году на российском рынке грузовиков неожиданно появилась шведская компания Scania, которая обещала привнести в мир грузоперевозок скандинавский подход к качеству и надежности. Грузовики Scania позиционировались как идеальный выбор для дальнобойщиков, которые искали мощные и комфортные автомобили для дальних маршрутов. С момента презентации моделей Scania привлекла внимание многих перевозчиков, желающих протестировать эти новинки. Первая партия грузовиков была направлена в Москву, где прошли тестовые заезды. Водители отметили не только мощность двигателей, но и комфорт в кабине, который позволял проводить длительное время за рулем без усталости. В этот же день один из дальнобойщиков, управлявший Scania, решился на рискованный эксперимент. Он взял грузовик на дальний маршрут через непроходимые участки, которые ранее были доступны лишь для специализированных моделей. Этот эксперимент стал настоящим испытанием для Scania. Во время движения по разбитым дорогам и через грязные участки грузовик проявил свои лучшие качества. Он преодолевал препятствия с легкостью и, казалось, сам вызывал восхищение у водителей других марок. Но на одном из самых сложных участков пути случилось непредвиденное. Из-за сильного дождя дорога превратилась в грязевую кашу, и Scania застряла. В тот момент у водителя возникли сомнения. Станет ли этот случай первым разрушительным инцидентом для репутации нового игрока на рынке? В это время в другом месте столицы проходила встреча владельцев транспортных компаний. Когда новость о застрявшем грузовике Scania дошла до участников, разговоры о нем тут же стали главной темой обсуждения. Некоторые высказывали недовольство, утверждая, что надежность шведского производителя под вопросом. Другие же напоминали о том, что каждая новая модель требует времени на адаптацию к местным условиям. Однако спустя несколько часов грузовик был вытащен, и водитель продолжил маршрут. Он добрался до конечного пункта с небольшими задержками, что в итоге лишь усилило интерес к Scania. Водители начали делиться своими мнениями о грузовике в интернете, и вскоре поступило множество положительных отзывов о его характеристиках и комфорте. На фоне растущего интереса к модели Scania появилась новая информация о том, что компания запланировала открытие сервисных центров в России. Это было важное решение, учитывая растущее недовольство водителей о недостаточной доступности запчастей и обслуживании других иностранных марок. Scania взяла на себя обязательство улучшить ситуацию и предложить своим клиентам качественный сервис. Несмотря на это, на рынке оставалось много скептиков, которые считали, что недостатки других брендов нельзя компенсировать даже самым качественным автомобилем.
Напряжение на фоне конкуренции нарастало, и многие ждали, как Scania справится с вызовами, которые ждут ее на российском рынке. Таким образом, шведская компания оказалась на грани испытания. Ей предстояло доказать, что она достойна занять прочное место среди лидеров. Scania должна была выполнить свои обещания и показать, что ее подход к грузоперевозкам не просто модное слово, а реальная возможность для повышения эффективности и надежности в работе перевозчиков. Кульминация наметилась, и будущее Scania зависело от того, как она справится с вызовами, стоящими перед ней. В 1993 году на российском рынке грузовиков появился американский гигант Ford, который привез свои модели с обещанием мощи и надежности. Грузовики Ford быстро стали символом американского качества и стали привлекать внимание многих перевозчиков. Они позиционировались как идеальные для выполнения тяжелых грузоперевозок на сложных маршрутах, что вызывало большой интерес у водителей, давно ищущих альтернативу уже известным маркам. Первая партия грузовиков Ford была направлена в регионы с тяжелыми условиями эксплуатации, такие как Сибирь. На промышленных выставках были продемонстрированы тестовые заезды, во время которых грузовики показали свою мощность на сложных участках дороги. Однако в один из дней, когда проводились испытания, один из грузовиков неожиданно сломался посреди тестовой трассы. Водитель, управлявший Фордом, попытался запустить двигатель, но безуспешно. Этот инцидент стал горячей темой обсуждения среди присутствующих. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что запасные части для грузовиков Ford не были доступны в России, и это создало опасения среди водителей о возможных проблемах с ремонтом. Разговоры о недостатках американских грузовиков начали распространяться, и некоторые компании начали сомневаться в целесообразности покупки Ford. На фоне растущей критики представители компании начали экстренно организовывать встречи с владельцами и водителями, чтобы обсудить возникающие проблемы и предложить решения. В ходе этих встреч выяснилось, что многие водители сталкивались с трудностями при эксплуатации Ford на российских дорогах, которые иногда требовали более мощных и маневренных машин. Напряжение нарастало, и многие начали задумываться, сможет ли Ford оправдать свои ожидания или станет очередной неудачей на рынке. Тем временем один из водителей, который ранее упорно защищал грузовики Ford, оказался в экстренной ситуации на одном из дальних маршрутов. Он столкнулся с сильным снегопадом и плохими дорожными условиями, которые ставили под угрозу его доставку. Несмотря на первоначальные сомнения, грузовик проявил себя с лучшей стороны, уверенно справляясь с трудностями и преодолевая сложные участки дороги. Этот случай стал сенсацией и быстро разошелся по сети, поднимая интерес к Ford. Однако вскоре вновь возникли проблемы. Во время одной из поездок вылезла неполадка в трансмиссии, что вновь поставило под сомнение качество американских грузовиков. Водители начали делиться своими историями о поломках и неудачах, и это вызвало волну недовольства. В ответ на нарастающую критику Ford представил новую программу обслуживания, обещая увеличить количество сервисных центров и доступность запчастей. Но многие водители оставались настороженными, считая, что слова не могут заменить фактическую работу на земле. Кульминация настала, когда в одной из крупных транспортных компаний произошел инцидент, который мог стать решающим моментом для Ford. Водитель, управлявший грузовиком, столкнулся с аварийной ситуацией, когда другой участник дорожного движения выехал на встречную полосу. В критический момент система экстренного торможения сработала, и грузовик смог избежать столкновения, что спасло жизнь водителю и предотвратило серьезные последствия. Этот случай стал ярким примером технологий, внедренных в автомобили Ford, и поднял уровень доверия к марке среди водителей. Таким образом, Ford оказался на распутье. С одной стороны, он столкнулся с проблемами и недовольством, с другой — успел продемонстрировать свою надежность в критических ситуациях. Теперь все зависело от того, сможет ли компания ответить на вызовы и доказать свою эффективность на российском рынке грузоперевозок. К началу 90-х годов в Советском Союзе наметилась четкая тенденция в грузоперевозках, которая кардинально изменила логистику страны. Иностранные грузовики, такие как Mercedes-Benz, Iveco, Tatra, Peugeot, Isuzu и Ford, завоевали доверие у водителей и транспортных компаний, предлагая новые уровни надежности, производительности и комфорта. Каждый из этих брендов привнес в страну свои уникальные технологии и подходы, что стало ключевым фактором в трансформации логистики.
Mercedes-Benz продолжал обеспечивать высокую степень надежности, подстегивая отечественные заводы к улучшению своих моделей. Он стал образцом качества, что заставило местных производителей пересмотреть свои стратегии. Iveco с его итальянским стилем и производительностью помогло малым и средним компаниям улучшить свои результаты в условиях жесткой конкуренции. Татра с ее прочностью и уникальными решениями уверенно справлялась с самыми сложными маршрутами, подтверждая свою репутацию надежного партнера для перевозчиков. В то время как Peugeot предложила адаптированные решения для местных дорог, Isuzu с ее компактностью и экономичностью укрепила свои позиции среди городских перевозчиков. Ford, несмотря на некоторые проблемы с обслуживанием, доказал свою мощь в критических ситуациях, что обеспечило ему лояльность со стороны водителей, которые оценили его возможности на практике. В результате этих изменений советская логистика начала переходить на новые рельсы. Появление иностранных грузовиков не только улучшило качество обслуживания, но и способствовало повышению стандартов в отрасли. Местные компании начали активно внедрять новые технологии, оптимизировать свои процессы, что, в свою очередь, способствовало снижению затрат и увеличению скорости доставки товаров. К концу 90-х годов многие транспортные компании стали открывать свои сервисные центры, обучая специалистов по новым стандартам и технологиям. Новая волна образовательных программ и семинаров помогала адаптировать водителей и механиков к современным требованиям, создавая таким образом сообщество, объединенное общими целями. Если вам понравилось наше путешествие по миру иностранных грузовиков, то не забудьте подписаться на канал, ведь без вас мы, как КАМАЗ, без топлива. А если хотите поддержать наш проект и сделать его еще лучше, ссылка для доната в описании или просто наведите камеру на QR-код на экране. Ваш вклад поможет нам продолжать удивлять и радовать вас новыми видео. Советская логистика пережила настоящую революцию, и все эти изменения оказали влияние на всю экономику страны. Грузоперевозки стали более доступными, а качество обслуживания резко возросло. Это позволило не только улучшить внутренние связи, но и создать новые экспортные возможности для отечественных производителей. Продукция стала доступнее для потребителей, а конкуренция способствовала развитию качества товаров и услуг. В итоге иностранные грузовики не просто вошли в историю советского транспорта, они стали катализатором изменений, которые повлияли на всю логистическую отрасль. Эти машины, обладающие уникальными характеристиками и инновационными технологиями, помогли России перейти на новый уровень в грузоперевозках, оставив неизгладимый след в памяти всех, кто участвовал в этой трансформации. Грузовики, которые когда-то казались далекими мечтами, теперь стали реальностью, изменив подход к логистике и транспортировке товаров в стране.